11 января 1992 года два охотника, выйдя ранним утром в лес за город, сделали тревожное открытие. Дон и Ральф Фоули заметили что-то необычное на опушке леса, примерно в 3 метрах от обочины небольшой гравийной дороги. Когда они подошли поближе, то сначала подумали, что на обочину дороги выбросили манекен из универмага. Странно, конечно, но похоже, ни один из мужчин не смог сразу же осознать, что перед ними ужасная картина, так как эта фигура была сожжена до неузнаваемости. Но подойдя еще ближе к обугленной фигуре, они немедленно вызвали в лес полицию. Оказалось, что это было сожженное тело молодой девушки по имени Шанда Шерер. А перед началом истории хочу порекомендовать вам классный канал «Не оборачивайся». Его автор Ти выпускает много крутых роликов, которые лично я уже все с удовольствием посмотрел. Среди прочих жутких рассказов на канале Ти выходила захватывающая история про отель Сесил. Каждый этаж, каждый номер буквально залит кровью. И с самого своего открытия этот отель притягивал к себе самых жестоких маньяков и отчаявшихся самоубийц. Я знаю, что вы любите такие истории, поэтому ссылку на канал оставлю в описании под видео. Переходите и подписывайтесь прямо сейчас. Но главное помните, не оборачивайтесь. Шанда была ученицей 7 класса католической школы Богоматерь Вечной Помощи. Ее описывали как жизнерадостную, добрую и очень общительную. Шанда любила заниматься чирлидингом, волейболом, софтболом и проводить время со своими друзьями. Ее мать позже сказала, что она прожила полную жизнь за свои 12 коротких лет. Ужасающие подробности ее смерти на долгие годы оставили глубоко потрясенными примерно 12 тысяч жителей города Мэдисон, штат Индиана. Шанда была найдена в ужасном состоянии. Она была сожжена, избита и зарезана. Для подтверждения деталей преступления полиция Индианы вызвала доктора Джорджа Николса, главного судмедэксперта из соседнего Кентукки, чтобы провести вскрытие. Запястья и лодыжки Шанды были связаны, ноги порезаны, ее неоднократно били тупым предметом по голове. Также, по его словам, она была жестоко изнасилована посторонним предметом. Официальной причиной смерти доктор Николс назвал ожоги и удушье дымом. И подтвердил, что Шанда была сожжена заживо. В местных новостях вскоре после смерти Шанды сообщалось, что практически каждый, кого вы спросите в Мэдисоне, слышал разговоры о том, что погибшая девушка и один из ее убийц были вовлечены в любовный треугольник или сатанизм. В течение нескольких часов после обнаружения Шанды были произведены 2 ареста. Однако эти аресты вместо того, чтобы развеять слухи или успокоить коллективную панику, охватившую общество, только вызвали новые вопросы и опасения. Задержанными оказались девушки 16 и 17 лет, одна из которых жительница Мэдисона, а вторая из ближайшего Нью-Олбани. Это были Хоуп Риппи и Тони Лоуренс. Они рассказали о последовательности событий, произошедших накануне вечером. Эта ночь началась достаточно невинно, с компанией девушек, пьющих содовую в доме у друзей в Нью-Олбани, но закончилась совсем по-другому, на уединенной гравийной дороге в лесу недалеко от Мэдисона. Тони впервые появилась в полицейском участке около 9 часов вечера и была в истерике. Она хотела рассказать об убийстве. Тони сообщила, что в предыдущую пятницу ее и ее подругу Хоуп забрала после школы 17-летняя Лори Такет, которая происходила из фундаменталистской христианской среды. И по рассказам очевидцев, в детстве она была глубоко религиозной. Однако к 17 годам девушка начала бунтовать. Лори стала одеваться во все черное, коротко стриглась и проводила время с группой подростков, которых в округе называли альтернативщиками. У нее также были проблемы с психическим здоровьем.
Итак, вместе они поехали в Нью-Олбани, где жила Мелинда Лавлес. Она была подругой Лори и до этого вечера не была знакома с Тони и Хоуп. Хотя Мелинде было всего 16, у нее было грязное и тревожное прошлое. С самого раннего возраста девушка неоднократно подвергалась избиениям со стороны своего отца Ларри Лавлеса и была родом из исключительно нестабильной семьи, где царило насилие и жестокость. Ее мать не раз доводила Мелинду и двух ее сестер до нервных срывов, а в какой-то момент попыталась зарезать своего мужа, после чего он был госпитализирован. Ларри позже было предъявлено обвинение в сексуальном насилии, совершенном над его собственными дочерьми. 4 девочки вместе покинули Нью-Олбани в направлении соседнего Луисвилла. Мелинда была вооружена ножом, который она показала другим девочкам перед уходом. Она сказала, что намерена использовать его против девушки по имени Шанда. Приехав в Луисвилл в полночь, они отправились в дом отца Шанды, где девушка остановилась на выходные. Тони и Хоуп, ни одна из которых раньше никогда не встречала Шанду, подошли к двери дома и попросили ее присоединиться к ним, сказав, что ее подруга хочет с ней увидеться в доме неподалеку. Увидев, что в машине сидит только Лори, девушка согласилась. Местом их назначения был заброшенный дом, более известный как замок ведьм. Когда они приехали, Мелинда, прятавшаяся под одеялом на заднем сиденье, бросилась на Шанду, оттянула ее голову за волосы и приставила нож к ее шее. Внутри заброшенного дома девушки связали руки и ноги и начали над ней насмехаться и угрожать. Шанда была очень напугана и рыдала. На ее глазах сжигали все ее вещи, включая ювелирные украшения. Нападавшие в целом демонстрировали насилие своими насмешками, но в данный момент не предпринимали никаких прямых действий. По рассказам, после некоторого времени, проведенного в этом доме, 1 или 2 девушки стали беспокоиться. Но не за Шанду, а за то, что их могут увидеть прохожие. Поэтому девушки решают перебраться в другое место и забирают Шанду с собой. В этот момент она была напугана, но практически невредима. Мелинда и Лори приехали к мрачному заброшенному зданию у лесовозной дороги в густом лесу. Тони и Хоуп решили остаться в машине, а Мелинда вытащила Шанду наружу и стала ее избивать. Лори в это время начала душить девушку и несколько раз ударила ее ножом. Через некоторое время Мелинда попыталась перерезать Шанде горло, но обнаружила, что нож слишком тупой. И вместо этого решила держать ее, пока Лори наносит девушке множественные удары. После долгого избиения они решили задушить Шанду веревкой. И когда она потеряла сознание, девушки положили ее в багажник и отправились в дом Лори Такет. Там Шанда очнулась и начала кричать изо всех сил. Услышав это, Лори нанесла ей еще несколько ударов ножом. После чего, оставив Тони и Хоуп в доме, уехала вместе с Мелиндой в ближайший город Ханан. Шанда все еще продолжала издавать плачущие звуки из багажника машины. Поэтому Лори остановила автомобиль, вышла и начала бить девушку по голове монтировкой, пока она не замолчала. Затем, вернувшись, она сказала, что почувствовала, как у Шанды прогнулась голова, и дала понюхать монтировку Мелинде. Также поступали сообщения о том, что жертва подвергалась сексуальному насилию с использованием этого предмета. Нападение монтировкой продолжалось несколько часов, пока девочки катались по сельской местности. Вернувшись в дом Лори незадолго до рассвета, Тони спросила о Шанде. Тогда обе девушки со смехом описали эти ужасные пытки. Рано утром они решили избавиться от тела. Перед уходом из дома Хоуп обрызгала Шанду средством для мытья окон и сказала: «Теперь ты не выглядишь так сексуально». После этого они поехали на заправку и, наполнив 2-литровую бутылку бензином, отправились в место, известное Хоуп. Тони осталась в машине, в то время как Лори и Хоуп завернули Шанду, которая была еще жива, в одеяло и отнесли ее в поле. Затем они облили девушку бензином и подожгли. Лори не была уверена, что Шанда мертва,
Поэтому они вернулись через несколько минут, и Мелинда вылила на нее последний бензин. Затем они пошли завтракать. В то утро, сидя в Макдональдсе, девушки смеялись над сходством между обугленным телом Шанды и сосисками, которые они ели. Так почему же это произошло? Как оказалось, Мелиндой двигала яростная ревность, а другие девушки, казалось, просто были рядом. Бывшая девушка Мелинды, Аманда, начала отношения с Шандой, и это было невыносимо для нее. Во время учебы в средней школе Шанда познакомилась с одноклассницей Амандой Хиврин. Эти двое подружились весьма нетрадиционным образом, познакомившись друг с другом во время драки. Позже у них завязались романтические отношения. Аманда была на несколько лет старше Шанды, и это обстоятельство в последующие годы стало неприятным и неудобным для семьи Шерер. Согласно заявлению правоохранительных органов, в то время Шанда выглядела немного старше своего возраста, и их отношения были взаимными. А вот прошлые отношения Аманды с Мелиндой сразу же создали проблемы. Узнав об их отношениях, Мелинда отправила Шанде письма с угрозами, которые впоследствии были переданы в отдел по делам несовершеннолетних из-за опасений за безопасность девушки. Угрозы также заставили мать Шанды перевести ее в новую школу, в которой она училась на момент смерти. Таким образом, Мелинда является первоначальным инициатором нападения и может быть охарактеризована как главарь группы. Но это не означает, что другие девушки не имели собственной инициативы. На протяжении всего пути у них было множество возможностей внести немного здравомыслия в хаос и насилие. И сказать, что происходящее неправильно, но никто из них этого не сделал. Когда спустя годы Хоуп Риппи пыталась объяснить причины случившегося, она снова и снова повторяла, что у нее нет хорошего объяснения тому, что произошло той ночью. И она хотела бы, чтобы этого вообще не случилось. Рассказы о намерениях Мелинды, сделанные ранее в тот вечер, рисуют размытую картину. Ясно, что она угрожала Шанде до этого вечера, но в ночь на 11 января она заявила, что убьет Шанду своим ножом. Но также наоборот сказала, что намеревалась только напугать девушку настолько, чтобы она прекратила отношения с Амандой. Слухи о любовном треугольнике были более или менее точными, но что насчет слухов о сатанизме? Может ли это рассказать нам что-то о мотивах убийства Шанды? Местная пресса того времени предполагала, что сатанизм дал еще одно готовое объяснение насилию, но это так и не было подтверждено. Шанда была найдена всего через час после того, как Тони Лоуренс была высажена другими девушками у ее дома. В тот вечер Тони первой пришла в полицейский участок. Все 4 девушки были обвинены как взрослые и согласились на сделку о признании вины, чтобы избежать смертной казни. Первоначальный приговор был 60 лет для Мелинды Лавлес и Лори Такет. 60-летний срок заключения Хоуп Риппи в итоге был сокращен до 35 лет, а Тони Лоуренс получила 20 лет. Мать Шанды Шерер в 2012 году сказала: «Я много раз говорила, что если вы хотите увидеть как можно ближе человека, у которого внутри абсолютно ничего нет, посмотрите в глаза Мелинды, потому что там пусто». Однако лишь через несколько лет после преступления она признала наличие смягчающих обстоятельств для Мелинды. Я знаю, что у каждого из тех детей, которые убили мою дочь, было ужасное детство. Большинство из них в той или иной форме подвергались насилию, и я знаю, что это причина, по которой они могли убить. Это не оправдание, но это причина. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.